Всем привет! Вы на канале Need for Travel. Сегодня у нас будет достаточно необычное видео. Я тут в ноябре еще снимал Олю, как она ехала из одной школы в свой английский центр. У меня прям иногда мурашки были по телу, особенно когда я вспоминаю, как я это все снимал. Одной рукой держа камеру и снимая Олю, а другой рукой управлял байком. Конечно же, я понимаю, что жителям Ханоя, Хошимина, особенно вьетнамцам, они вообще не поймут. Скажут, что, типа, зачем ты это вообще снимал? Обычная наша жизнь. На преодоление этого 17-километрового участка у меня обычно уходит час, а то и полтора. Специфика ханойских дорог в том, что они очень узкие. И так как автомобили обычно ездят не быстрее 30 км в час, то за ними обычно выстраивается целая армия из мопедов. Но когда наконец получается обогнать машину на узкой дороге, это целое счастье. Можно ехать в свое удовольствие, но этот участок желательно проехать как можно быстрее, потому что пробки впереди только увеличиваются. А вот и первая пробка. Вообще-то при въезде на такие узкие улочки в Ханое обычно висят знаки, что автомобилям в час пик заезжать туда нельзя. Застрянешь и ни себе, ни людям. Но судя по тому, что вы видите, дорожные знаки в Ханое для слабаков. Вообще-то без проблем заезжаю на тротуары, но здесь я стартанула не под тем углом. А вообще тротуары в Ханое не для пешеходов, они для мопедов, водители которых очень спешат, но из-за плотного графика не могут протиснуться между автомобилями. Даже полиция на такое закрывает глаза. В этом участке еще не построили второй ярус дороги, поэтому приходится либо тесниться между машинами, либо снова выезжать на тротуары. Иногда очень кстати приходятся обширные площадки возле торговых центров, вроде Мегамарта, где можно очень технично объезжать основной трафик. До этого я сама не додумалась. Как видите, многие вьетнамцы включили этот проезд через Мегамаркет в свой основной маршрут. И вот снова приходится сталкиваться с реалиями Ханоя в час пик. Все, что нужно уметь делать, это щемиться. Тут тебя никто не пропустит, тут каждый сам за себя. Кстати, обычно в этом месте стоит регулировщик, но, как видите, это никак не влияет на правила дорожного движения. На некоторых участках спасают частные дороги перед элитным жильем, где есть ограничения по высоте транспортного средства. Под своеобразным шлагбаумом может протиснуться байк, но не машина. Но все хорошее скоро заканчивается, и скоро выезжаешь на ту же дорогу, точнее на тротуар. Кстати, на этом тротуаре рельефная плитка, и ехать по нему приходится особенно осторожно. Как видите, иногда даже по тротуару кто-то едет по встречке, но во Вьетнаме это считается в порядке вещей, никто даже не подумает возмущаться. А вот тут начинается самое интересное. Кстати, такой трафик в этом месте ежедневно, и объехать это место не получится, потому что параллельные улицы слишком узкие, и там сейчас сплошные заторы. Во Вьетнаме никто не думает о том, кто прав, кто виноват. У вьетнамцев в принципе в культуре возмущения неприемлемы, а по поводу правил дорожного движения так уж точно. Единственный способ выразить недовольство на дороге – это заглянуть в глаза водителю или длинно посигналить. А лучше просто быть готовым к тому, что тебя могут подрезать в любой момент. И если вдруг не справишься с управлением и завалишься, тебе мило улыбнуться и скорее всего помогут поднять байк. По крайней мере, мне всегда пытались помочь. А здесь дорога уже готова. Построили мост над перекрестком, проезд по которому экономит до 5 минут времени. Хотя даже на нем иногда бывают пробки. В Ханое много таких мостов. С них открывается вид на город и трафик во всей красе. Кстати, в 5 минутах от этого места мы прожили больше года. Это не центр, а есть спальные районы и пригороды. В центре трафик еще пожестче. Как видите, большинство домов здесь новые. Это корейский район и, можно сказать, бизнес-центр Ханоя. Когда поворачиваю, я чаще всего пользуюсь поворотниками, хотя это обычно не имеет никакого значения. Водители чаще смотрят на то, куда ты поворачиваешь голову и переносишь центр тяжести. Не раз случалось, что вьетнамцы включали правый поворотник, а уходили резко влево. Тут не угадаешь, всегда нужно быть начеку. Большинство вьетнамцев не пользуются зеркалами заднего вида, либо потому, что их можно сбить в таком трафике, либо потому, что они просто не привыкли ими пользоваться. И водителю нужно подстраиваться перед всем, кто едет перед тобой, а те, кто едет за тобой, подстроятся уже под тебя. У вьетнамцев фокус внимания всегда только впереди. Все, что случается за твоей спиной или сбоку, не твои проблемы. Трафик тут движется по всем правилам толпы. Ты никак его не можешь изменить, только подстроиться, ехать в том же ритме, что и все вокруг. Самое безопасное – спокойно ехать в потоке, что бы ни происходило вокруг.
Нужно время, чтобы приспособиться к езде в потоке, но когда это произойдет, ты будешь чувствовать себя как рыба в воде. Даже в час пик поток обычно останавливается на светофорах, хотя всегда найдется тот, кто пытается проскочить на красный. Когда ты стоишь на светофоре и уже вот-вот загорится зеленый свет, водители за твоей спиной начинают сигналить, как бы намекая: давай уже продвигайся вперед, сколько можно стоять. И тогда лучше все-таки действительно проехать, чтобы они тебя не задели, обгоняя. Но самый кайф — это вырваться вперед, пока основная масса еще только разгоняется со светофора. Так можно быстрее доехать до следующего светофора и занять там самые выгодные позиции. Ну или в нужный момент можно заехать на тротуар, бордюр которого не стал еще слишком высоким. Тротуары, по которым все равно никто не ходит пешком, помогают сэкономить до получаса времени. И это существенно, когда рискуешь из-за пробок опоздать на урок. Но, как видите, даже на тротуаре иногда образуется пробка. Я смог заснять только полпути, как Оля едет на работу, но я думаю, теперь у вас есть представление о трафике в Ханое в час пик. Будем очень рады, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Увидимся в следующем видео. Пока!